Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам пародийные комедии, пародийные фильмы, которые есть у меня в коллекции. В основном у меня в коллекции пародии на разные жанры кино. И сегодня я всех их покажу, что у меня есть в коллекции. И первый фильм это у нас Монти Пайтон и Священный Грааль от известного коллектива британского Монти Пайтон. Такое вот издание на DVD. Данную картину сняли Терри Джонс и Терри Гиллиам. Оказало большое влияние на данный жанр и на жанр комедии. Здесь видим кролика этого злого и чашу священного Грааля. Такое вот издание есть у меня в коллекции. Далее переходим к Мелу Бруксу, тоже известен своими пародиями. И у меня есть два фильма от Мела Брукса, которые он снял. Первый это у нас пародия на старые фильмы ужасов, и конкретно на историю про Франкенштейна. Молодой Франкенштейн. Такой вот фильм. В главной роли здесь у нас снялся Джин Уайлдер в роли доктора Франкенштейна. Также здесь у нас снялись другие актеры. Особенно для этого актера, который здесь играет Игоря. Это один из самых известных его фильмов. Такое вот издание. И также есть другая комедия пародийная. А именно пародия в основном на «Звездные войны». Это у нас фильм «Космические яйца». Также у нас от Мела Брукса. Официально одобренная Джорджем Лукасом пародия на «Звездные войны». Здесь у нас также снялись Джон Кеннеди, Рик Моранес и актер Билл Пулман в главной роли. Такие вот две комедии от Мела Брукса: «Молодой Франкенштейн» и «Космические яйца». Далее будут 6 комедий от Цукер Абрахам Цукер, или либо от кого-то одного из них. И первое это у нас фильм «Аэроплан». Достаточно известная пародийная комедия 80-го года, которая сильно изменила карьеру актера Лесли Нильсона. Есть такое вот издание. Здесь видим свернутый в петлю самолет. Известная такая пародийная комедия «Аэроплан». Также есть трилогия про голый пистолет, в которой у нас снялся Лесли Нильсон, и которую у нас сняли Цукер Абрахам Цукер. Это у нас первая часть «Голый пистолет». Далее вторая часть «Голый пистолет 2,5. Запах страха», где Лесли Нильсон возвратился к роли Фрэнка Дарабонта. Ой, к роли Фрэнка Дребина. И третья часть «Голый пистолет 33 и 1/3. Последний выпад». Такие вот 3 части «Голого пистолета». И кроме того, от Абрахамса, режиссера, есть 2 фильма. Это у нас «Голый пистолет», «Горячие головы» и «Горячие головы 2», где у нас в главной роли снялся Чарли Шин. Такое вот издание. Вот первая часть «Горячие головы» и «Горячие головы 2». Здесь у нас в основном пародия на Топ Ган
лучший стрелок с Томом Крузом. А здесь у нас основной объект пародии в «Горячих головах 2». Это у нас Рэмбо со Сильвестром Сталлоне. В обоих этих фильмах в главной роли снялся у нас Чарли Шин. Такое вот издание. Далее. Пародия на фильмы про инопланетян, при их пришествии. Вот у нас «Марс атакует» от Тима Бертона. Известный его комедийный фильм. Такая вот картина. Здесь у нас снялось много разных известных актеров на разного рода ролях. То есть Джек Николсон, Гленн Клоуз, Аннет Беннинг, Пирс Броснан, Дэнни Девито, Майкл Джей Фокс, а также некоторые другие. «Марс атакует». Далее фильм Кевина Смита, в котором много чего пародируется, много всякого. Кино Кевина Смита. В главных ролях сам Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз. Также в разных ролях здесь появились другие известные актеры. Бен Аффлек, Шеннон Элизабет, Джейсон Ли, Крис Рок, Джейсон Биггс, Мэтт Дэймон и другие. Такое вот издание. Здесь у нас 2 диска. Первый диск со самим фильмом, а второй с дополнительными материалами к нему. Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар. Далее будут 5 фильмов, которые являются пародиями на шпионские картины. 2 из них первых это у меня 2 части Остина Пауэрса, 2 и 3. Первой части пока нет в коллекции. Здесь у нас в главной роли снялся актер Майк Майерс, который сыграл здесь как и главную положительную роль, так и отрицательную роль. То есть он и герой, и злодей одновременно играет. То есть и самого Остина Пауэрса, и доктора Зло. Это у нас Остин Пауэрс, шпион, который меня соблазнил. А 3-я часть Остин Пауэрс, Gold Member. Такие вот 2 части про Остина Пауэрса из 3. Первый пока не хватает для полной коллекции. А также есть другая пародия на шпионские картины. Это трилогия с Роуэном Аткинсоном в роли Джонни Инглиша. Это у нас 1-я часть. Агент Джон Инглиш. Он не знает страха, он не знает упрека, он ничего не знает. Далее. 2-я часть. Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка. И, наконец, в таком вот издании 3-я часть. Агент Джонни Инглиш 3.0. Здесь у нас уже есть слип. Под слипом другая картинка, другое изображение. Присутствует внутренний арт. Точнее, два арта внутри. А также небольшой буклет с кадрами из фильма. Здесь женскую роль сыграла Ольга Куриленко, известная актриса. А главную роль Джонни Инглиша во всех 3 картинах сыграл Роуэн Аткинсон. Такие вот 3 пародийных фильма на шпионскую тему. На фильмы про шпионов. Агент Джонни Инглиш. Далее
будут Blu-ray еще. И следующее, это у нас известная пародия на фильмы ужасов. Очень страшное кино 2. Известные картины. Здесь у нас 2 фильма на одном диске. И они пародируют фильмы ужасов, а первая часть особенно пародирует фильм «Крик». Это основная линия данной картины. Очень страшное кино. Далее. Пародия на псевдодокументальные фильмы от Саши Барона Коэна. Это у нас «Борат». Культурные познания Америки в пользу славы великолепной казахстанской нации. Такое вот издание на Blu-ray. Присутствует здесь у нас внутренний арт у данного издания с Боратом в окружении 4 девушек в бикини. И само издание. Достаточно интересная комедия. Борат. Далее. Пародия на фильмы, на военные фильмы от Бена Стиллера «Солдаты неудачи». Здесь у нас в главных ролях снялись Бен Стиллер, Джек Блэк и Роберт Дауни-младший. Это такое вот издание. Здесь также в самом начале фильма, перед самим фильмом, показываются фейковые трейлеры, которые являются пародиями на другие картины. Фильм Бена Стиллера «Солдаты неудачи». Далее. Пародия на вестерны от Сета Макфарлейна, режиссера Гриффинов и режиссера комедии «Третий лишний». Миллион способов потерять голову. Здесь в главной роли снялся сам Сет Макфарлейн. Также здесь у нас снялись Шарлиз Терон, Аманда Сейфрид, Лиам Нисон. А также в камео появлялись некоторые другие актеры. Миллион способов потерять голову. Здесь у меня Blu-ray, и также сюда вложил DVD с данным фильмом. Миллион способов потерять голову. И осталась у меня трилогия 3 вкусов Корнетто от режиссера Эдгара Райта. Сначала покажу DVD, где представлены все 3 фильма. Это у нас «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», и «Армагеддец». Такое вот издание в общем слипе. И сами фильмы. «Зомби по имени Шон». Это у нас пародия на фильмы про зомби. «Зомби по имени Шон». Далее. «Типа крутые легавые». Пародия на всякие фильмы про полицейских. Также у меня самые крутые легавые есть в формате 4К. В таком вот издании, которое у нас выходило в России. Под слипом видим другую обложку. Здесь у нас есть карточки с 2 актерами в их образах. А также здесь присутствует внутренний арт данного издания. Типа крутые легавые. И, наконец, 3-й фильм из этой трилогии 3 вкусов Корнетто. Это у нас «Армагеддец». Это у нас пародия на научно-фантастические фильмы и про фильмы про конец света. «Армагеддец».
Это у меня Blu-ray издание. Но также в этом сборнике также есть у меня на DVD. Такая вот накатка данного издания. И во всех этих трех фильмах в главных ролях у нас актеры Саймон Пегг и Ник Фрост. И это были последние пародийные фильмы на сегодня, которые я хотел вам показать. На этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. Пока!